Всем огромный привет! Я рада приветствовать вас на своем канале. В связи с новогодними праздниками мне хотелось бы поздравить вас с наступающим Новым годом. И сегодня я хочу снять небольшое видео о своих итогах 2019 года, а также планах на 2020. Ну и начать я бы хотела с самого главного, это то, что за прошедший год я выпустила довольно большое количество видеороликов и провела, кстати, один очень успешный платный мастер-класс на своем канале. Результаты моего труда вы можете видеть на своих экранах. Это улучшенная картинка в виде новой камеры. Да, я очень мечтала приобрести себе новую камеру, для меня это было что-то заоблачное, что-то нереальное. Мне казалось, что нужно очень много денег накопить, но в итоге я купила себе довольно бюджетный вариант и нисколько не жалею, потому что картинка и правда улучшилась. Если раньше при съемке мастер-класса мне нужно было настраивать очень долго свой телефон, то теперь стало все намного проще. Я просто ставлю камеру, нажимаю кнопку и снимаю мастер-класс. Ну а теперь второе главное достижение за 2019 год – это установка нормального освещения для мастер-классов. Как вы помните, весь прошлый год я довольно долго билась со своей картинкой на экране, потому что меня не устраивала тень под руками, мне не нравилось, как идет цветопередача, и вообще мне очень многое не нравилось в своем освещении, и наконец-то я его заменила. Да, у меня есть проблемы с освещением, когда я снимаю себя, но это опять решится, скорее всего, в следующем году. Самое главное было для меня исправить картинку для мастер-классов, потому что это было приоритетом. И я это сделала. Я очень рада, что у меня все получилось, потому что теперь картинку, которую вы видите в моих мастер-классах, меня устраивает почти на 100%. Почему почти? Да потому что всегда можно сделать лучше. Всегда есть что улучшить, и я к этому стремлюсь. Также я не могу не вспомнить подарки, которые я получила в 2019 году от своих зрителей. Во-первых, была огромная распаковка посылки с ниточками. Как вы помните, мне прислали их за мои мастер-классы в качестве благодарности, что, кстати, до сих пор греет мою душу, когда я открываю коробочки и вижу их разложенными у себя в столе. Второй подарок мне прислали из США, и, как вы помните, я не так давно снимала обзор на то, что мне прислали. Если вам интересно, я прикреплю ссылку в описании под видео. Этот подарок был очень неожиданным и приятным. Также за прошлый год я заметила за собой небольшой творческий скачок. Если раньше я плела только объемные схемы, то к концу года я стала плести также спокойно и плоские схемы, которые давались мне ранее очень сложно. Ну а теперь мы плавно перетекаем к моим планам на 2020 год. Мне все-таки хочется увеличить количество моих выпускаемых видео на канале, потому что я, как любой блогер, хочу видеть развитие, а из этого вытекает и рост подписчиков. Да, я хочу загадать, чтобы у меня на 2020 год было 20 тысяч подписчиков. Да, я хочу, чтобы было 20 тысяч. Все-таки в последнее время я заметила, что все больше и больше людей интересуются фриволите, занимаются обучением, а это значит, что моя аудитория растет. А из этого все-таки следует, что мне хочется снять обучающие видеоролики на своем канале для новичков. Потому что все-таки периодически я указываю в своих видеороликах на те или иные базовые элементы, которые нужно уметь плести. И мне было бы удобнее не просто писать людям, что посмотрите там-то и там-то, а давать, например, ссылку на свои обучающие уроки. Вы, конечно, скажете, что их очень много на YouTube. Да, здесь я соглашусь, их достаточное количество, но мне хочется снять также и свой вариант. Почему бы и нет? Те, кто подписан на мой инстаграм и следят за моими сторис, уже знают, что у меня есть также дополнительная идея по запуску нового проекта, где я буду плести схему с нуля. Я буду показывать, как я рассчитываю узелки, откуда я беру вдохновение, как я рисую эскизы и все, что предшествует созданию схемы. Ну а также мне хочется делиться на своем канале чем-то личным, поэтому я хочу в новом 2020 году побольше пытаться снимать себя на камеру, потому что для меня это на самом деле очень сложно. Хотя мне теперь уже немножко полегче, и я уже не так сильно путаюсь в словах, но все равно у меня еще осталась небольшая боязнь, поэтому я хочу ее в 2020 году полностью изжить и убрать вообще из своей жизни. И хочу добавить на свой канал влоги,
Они будут, конечно, выходить у меня не так часто, возможно, раз в месяц или раз в 2. Ну и еще один пункт – это проведение прямых эфиров. Но опять это все вытекает из предыдущего. Мне хочется начать вести прямые эфиры почаще, хочется общаться с вами больше. Хочу периодически делать прямые трансляции и, например, просто заниматься плетением и общаться с вами. В прошлом году я также занималась плетением шарфа, но его до сих пор не закончила. С осени я забросила этот проект, и в новом 2020 году все-таки хочу его закончить. Нужно все-таки доделать проект «Долой недоделки». Кстати, очень символичное название. Меня многие просили снять также плетение отдельного мотива из моего шарфа. Схема не моя, она общедоступная, но я хочу все-таки сделать отдельное видео по плетению вот этого квадрата, если вам так интересно, и обязательно выложу его в ближайшее время. Хочу также поделиться с вами одной своей задумкой, которая не обязательно будет реализована в 2020 году, но начало, возможно, будет уже положено к концу года. Я хочу заняться написанием своей книги. Как бы я не хотела ее написать, но я не уверена, что мне хватит времени на ее создание. Но, по крайней мере, я постараюсь к концу года начать реализовывать эту цель и перенесу ее уже на еще следующий год. Кстати, очень жаль, что я не снимала в прошлом году свои цели, а так бы я бы посмотрела, что у меня выполнилось, что нет, что вообще я загадывала и что я хотела. Так что в следующем году мне уже будет с чем сравнивать. Еще раз хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам огромного здоровья, творческого вдохновения и массы новых идей. А на сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся мы уже в следующем году. Всем пока-пока!